Всем привет! Меня зовут Алина. Вы на канале Белая Ворона. У нас вот выпал снег, да сейчас вот не видно, наверное, идет такая крупица снег. Сегодня я сама еще не знаю, куда иду, если честно. Как надумаю, я вам скажу, куда я сегодня пойду. Хотелось бы где-то, чтобы можно было погреться и костер пожечь. Чистый-чистый снежок, беленький, свеженький. Что я надумала в итоге? Я шла, размышляла очень долго и решила все-таки пойти, наверное, до одной избы, если по дороге я не передумаю. Сегодня очень-очень холодно, сильный ледяной ветер. Сегодня весь день обещали снег. Ноги у меня уже замерзли, хоть я иду, двигаюсь. Я в осенних ботинках. И поэтому нужно идти куда-то, где можно погреться. Где можно костер пожечь или печку потопить. Вот я и решила идти до избы. И то не знаю еще даже до какой, если честно. Я же тут несколько изб знаю. И пока еще думаю, до какой именно я пойду. Короче, решила я прийти в избу, в которую совсем недавно заходила. Я хочу попробовать совсем другой заход к ней. Первый раз здесь иду. Решила совсем с другой стороны зайти, посмотреть, найду я ее вообще или нет. По бурелому полазить. Сейчас трава легла, снежок немножко выпал. Идти нормально, единственное, ноги мерзнут. Ну, снег мокрый, прилипает к ботинкам. Ноги будут, скорее всего, сырые. Сегодня что-то очень холодно, ветрина прям леденющий. И очень сильный. И из-за этого и руки отмерзают, и камера быстро замерзает. И я тоже замерзла вся. Поэтому вот я и решила в эту избу идти. Было много мыслей всяких. Пойти в одну, в другую. А потом что-то решила в эту идти. Она такая уютная, мне очень нравится. Сколько же здесь буреломного леса. Я все ищу, где много ветровала. Ну, в этом году, по-моему, его везде полно. Хоть строй что-нибудь. Смотрите, сколько много валежника. Очень много поваленного леса, конечно, в этом году. Вообще в планах строительства у меня есть, конечно, не факт, что оно у меня вообще получится. Надо еще место хорошее подобрать. Вот какое дерево громадное. Жалко всегда такие деревья огромные. Короче, про строительство я вам потом поговорю, расскажу.
столько поваленных деревьев здесь. И они все попадали на живые деревья. Очень жалко мне всегда деревья, когда вот сухие там или ветровал вот отвалится и другие деревья за собой тянет. Или вот так упадет на дерево и его постоянно трет, там кору ему сдирает. Вот. Конечно, огромные деревья я убрать не могу, но хотя бы вот такие мелкие можно немножко помочь другим деревьям, кустарникам. Вот в данном случае кустарникам я помогла. Представляете, какие корни? Огромное-огромное дерево упало. И самое интересное, оно ведь здесь вот росло, получается, а под ним протекает ручей. Ну, это речка вообще, маленькая речка. Огромное оно такое вообще. Тут укрыться можно. Здесь, по-моему, зимой можно себе построить какое-нибудь укрытие. Хотя зимой здесь засыпет все снегом так, что, мне кажется, вместе с этим деревом все засыпет. И если сюда придешь, просто под снег провалишься и все. Вот я специально подошла, чтобы было видно, какой огромный это корень по сравнению со мной. Тут реально спрятаться можно. И воду эту можно пить. Прикольное место. Хотела туда залезть, а там мокрая. Вода, сыро. Подобрала по дороге. Валялись. Уже стали отсыревать. Думаю, подсох нормально будет. На зиму пойдет. Ну вот и избушечка. Я уже дровишки поставила, вот, которые принесла. Может их расколоть, попробовать, не знаю. Для печки они длинные, если только для костра. Для костра можно и не колоть. Оставлю, может быть, потом костер как-нибудь захочу пожечь. Сегодня в такой ветер я точно не буду костер жечь, это небезопасно. Ну, печечку я затоплю, замерзла. Поэтому воспользуюсь их дровишками, а потом посмотрю, если время у меня будет еще. Может быть, поотпиливаю маленько вот эти. Может, вообще вот эту тонкую распилю и печку с нее затоплю. Эти дрова же я приносила. Думаю, могу маленько взять. Так, ну все, надо печку затапливать, догреться. Кушать хочу уже. Все ноги в снегу.
Все, надо печку затапливать. Так, сейчас я еще схожу за чем-нибудь мелким. Или вот кора есть, в принципе. Но надо мелких веток все равно. Сейчас насолю, придется подметать. Ой, как иголочками вкусно пахнет. Я у них тут фонарь обнаружила. Раньше его не замечала, либо его не было, либо я не замечала. Я себе подобный приобрела недавно, только поменьше, не такой громадный. И там у него функций много, потом покажу, как он походит. Ну прикольно, он заряжается от пауэрбанка вот. Ну ладно, буду знать, что тут теперь фонарь есть. Наверное, он как-то еще что-то делается, но я об этом не знаю, не буду ломать. Прикольно. Так. Ладно, я попозже запишусь, я кушать хочу. Жаль, я не с ночевкой. Сейчас бы пошла бы. Трава поколола, попилила бы. Сухостой, может, какой-нибудь спилила. Но я по времени это все не успеваю. Витрина, кстати, не на шутку разгулялся. О, можно уже раздеться, по-моему. Уже теплеет, печка работает хорошо. У меня ноги все сырые, замерзла. Вообще, внизу-то, конечно, тут холодно, еще не прогрелась. Я вот решила, обувь вон сняла туда, сушиться поставила. У меня с собой запасные носки теплые. Я сейчас их пока надену. Я у них погрела у печки. А свои сняла, они вот сушатся. Сейчас ноги должны согреться. Взяла у них, позаимствовала пока шлепки. Обычно свои беру всегда. Кстати, у кого-то тоже маленькая ножка. Хотя на них стоит 39-й. Вот Китай Форева. Прикольная такая избушка, мне так нравится. Жалко, если ее люди найдут и начнут, ну, я имею в виду про нехороших людей, потому что таких у нас полно, которые именно пакостят приходят. Не хотелось бы, конечно. Куртка греется, потом тепленькую надену. Тут у них еды полно висит, не знаю, она вот тут висит, конечно, печка нагревается, еда вся нагревается, и это, наверное, не очень полезно для еды. Взяла вот пару полешечек у них. Пришлось взять, потому что мне моих что-то дровишек не хватило. Вот я одну такую вот полешечку большую взяла, одну, когда в начале в самом там разжигала, маленькую совсем. О,
Я думаю, этого достаточно будет, пока я тут сижу. Я вот если буду избушку какую-то свою строить, сейчас потише сделаю. Тоже хочу маленькую сделать. Да, сложно мне сегодня решение далось, куда идти, конечно. Вот видите, изба перевесила все. Там вот книжки какие-то лежат, что-то я не помню, были такие книжки. Не, это новые. Ну, прикольно, можно прийти почитать. Не так охота ночевать остаться, это просто капец. Я бы вот сейчас быстренько поела и пошла бы какие-нибудь делать дела. Я прям люблю это делать, вот, понимаете? Вот дровами там заниматься, вот это мне доставляет все удовольствие. Но просто я сейчас понимаю, что если я вот поем и пойду чем-то заниматься, то я тут опять проторчу до ночи. Что-то мне в этот раз неохота такое. А посидеть, покушать спокойно я тоже очень люблю. Эта изба уютная, она какая-то теплая, она мне так нравится. Мне очень нравится, короче, где она находится. Мне очень нравится, как она построена. Мне очень нравится, что она маленькая, уютная, теплая. Доброжелательные люди здесь. Я стараюсь во всех избах и вообще, куда я прихожу, на стоянке в избы, относиться с уважением, возмещать там дрова и вести себя культурно, естественно. И люди, когда в ответ тебе отвечают, это вдвойне приятно, и в это место хочется еще прийти. Ну, короче, все вот эти вот аргументы они перевесили, что здесь и печку можно затопить, и посидеть, погреться. Приходила боль хозяйка и мой печальный дом. До рассвета песни пела за моим столом. Все кружило, стекла било, рассыпала соль. А когда ты приходила, уходила боль. С любимыми не расставайтесь, с любимыми не расставайтесь, с любимыми не расставайтесь, всей кровью прорастайте в них. И каждый раз навек прощайтесь, и каждый раз навек прощайтесь, и каждый раз навек прощайтесь, когда уходите на миг. Ты прости меня за эту песню, ты прости меня за дивный сон. В сне моем с тобой мы были вместе. Я не знаю, кем был послан он. Я не знаю, что это за чувство. Может, это глупо и смешно, но я прошу тебя, прими мое искусство. То, чем я живу давным-давно. О тоске моей больше никто не узнает, только в этой мелодии сквозь глаз твоих серо-дымчатый цвет отражает белых клавиш слоновая кость. И становится горько от этой печали, понимая, что где-то есть ты. Но к моим берегам твой корабль не причалит, ты не взглянешь с такой высоты. Мне никак тобой не надышаться, сердце жаждет всей душой любви. Только как с тобой мне повстречаться? Нет уж лучше мне тебя забыть. Ты прости меня за это чувство,
Знаю, это глупо и смешно, но я прошу тебя, прими мое искусство. То, чем я живу давным-давно. О тоске моей больше никто не узнает, только в этой мелодии вскользь глаз моих серо-дымчатый цвет отражает белых клавиш слоновая кость. И становится горько от этой печали, понимая, что где-то есть ты. Но к моим берегам твой корабль не причалит, ты не взглянешь с такой высоты. Ты не взглянешь с такой высоты. Ты прости меня за эту песню. Ну все, я собралась домой. С вами была Алина. Всем пока. Стандартная ситуация. О, пар мой видно. Холодно. Ну, кстати, сейчас ветер затих, и прям так хорошо стало. Уже так не продувает. Приятно так идти.